Всем привет! Вы на канале Команда UM. И с вами я, Иван Лис. Сегодня я научу, как базово, быстро и качественно в фотошопе обработать вашу любую фотографию. Ну что ж, присоединяйтесь, садитесь поудобней, наливайте чаек и поехали! Для начала, конечно же, нам понадобится наша фотография. У нас сразу же открывается среда Camera Raw, где мы можем редактировать все, что связано с тоном, с цветом, с светом, четкостью и насыщенностью. Ну что ж, поехали. Как мы видим, фотография сделана была на синем фоне и, соответственно, сделана она была с одним импульсным источником света. Почему импульсным? Ну, во-первых, делал фотографию я. И я могу вам точно сказать, что это был Octabox. Такой шестиугольный софит со вспышкой внутри. И это можно легко понять, если приблизить фотографию и посмотреть на достаточно четкие линии света тени. Я хочу заметить, что вы можете фотографировать изначально красиво и на обработку тратить всего лишь 10% своего времени от самого процесса. Эта фотография никак не обработана, и вот она перед вами, и выглядит она достаточно красиво. Что ж нам остается? Нам остается только лишь добавить насыщенности волосам вот этой части, чтобы они подчеркивали всю прическу и смотрелись в единой цветовой гамме. И можно поработать чуть-чуть с фактурой кожи, где-то чуть подзатереть неровности, но здесь этого особо не требуется. И добавить немножко света на руку и добавить немножко четкости на сетку. И в принципе все. Обработка фотографии займет менее 5 минут. Выбираем кисточку. И, кстати, да, хочу заметить, что желательно фотографировать в формате RAW. Если вы фотографируете на телефон, сейчас в большинстве современных смартфонов есть такая функция снимать в таком замечательном формате, как RAW. Вот. Если вы фотографируете на полупрофессиональный или профессиональный фотоаппарат, то у вас с этим проблем не будет. Просто зайдите в настройки и зайдите в качество изображения. Там есть формат RAW. Потому что RAW формат — это, по сути дела, слепок с матрицы, то есть отпечаток того, что вы сфотографировали. Не сжатый, оригинальный, и у вас полностью карт-бланш на обработку фотографий. Соответственно, при каждом вашем действии качество фотографии не теряется, а только улучшается. Если же вы сфотографировали JPEG, то вам понадобится очень хорошая камера. И желательно, чтобы большую часть времени в таком случае вы потратили на подготовку и настроили вашу камеру. И после этого уже сфотографировали, дабы потом произвести минимальную обработку, чтобы фотография не потеряла в качестве. Сейчас меня уже устраивает то, что на фотографии я, как вы можете заметить, трогаю только насыщенность и в некоторых местах использую пипеточку для того, чтобы подкрасить где-то на 70% вот нужный нам цвет, так как в некоторых случаях насыщенность не помогает, потому что на данных пикселях присутствует белый цвет. Тем самым мы сейчас подкрашиваем локоны, которые у нас не прокрасились. Чтобы избежать каких-то случайных попаданий на кожу, можно нажать Alt и кисточкой убрать лишний цвет. Так, вот. Будем делать это естественно, чтобы было похоже на реальность. Где-то даже, может быть, оставим. В принципе, уже хорошо. И по сравнению с до, уже лучше. До, после. Намного лучше. И дальше мы с вами обработаем кожу. Но кожу мы обработаем в самом уже фотошопе. Осталось нам только зайти с вами. Так, выберем
руку и зайти нам в цвета, чуть-чуть подергать цвета. Но в принципе со цветами тут все хорошо. А с тенями, ну тени можно чуть-чуть подопустить, провалить тени, так скажем, чтобы была насыщенность сеточки. Ну и мне в принципе и так нравится. Чуть-чуть добавить четкости, совсем чуть-чуть. И зайти в наш любимый HSL. В HSL нам нужна светимость. Светимость желтого чуть-чуть поднять. В принципе, тут сфотографировано все так, как нужно, поэтому я предлагаю перейти в кисточку и поднять не экспозицию, а цвета. То есть так. И обязательно помним о том, что у нас выбран цвет. Мы убираем его в 0 и убираем насыщенность на 0. Мы используем больше цвета, нежели экспозицию, потому что цвета поднимают только свет, а экспозиция поднимает и цвета, и тени. Все, обработка в Camera Raw у нас закончилась. Напомню, что Camera Raw позволяет качественно обработать цвет и четкость, если коротко. Вот наша фотография почти готова. И мы погружаемся в обработку кожи лица. В принципе, здесь ничего сложного. Мы просто берем либо штампик и настраиваем его вот так вот, либо мы с вами берем инструмент точечная восстанавливающая кисть или восстанавливающая кисть. Для базовой, легкой и несложной обработки это будет достаточно. Да, существуют разные другие примеры, когда нужна нам долгая и упорная и усердная ретушь. Но это уже другой разговор и тема для другого видеоролика. Тут же я показываю, как быстро и легко, и для каждого самое главное, обработать нашу фотографию. Причем это будет смотреться естественно, и ни у кого не возникнет даже и вопросов, что вот Photoshop. Вот как видите, с помощью Alt и левой клавиши мыши я делаю пробу в нужном месте. Далее я нажимаю на том фрагменте, который нужно заменить, левой клавишей, и вуаля, кожа копируется. Да, если приблизить очень близко, то мы можем заметить разницу. Но если мы будем уменьшать масштаб кисточки и делать маленькие пятнышки, маленькие замены, то это незаметно. Здесь еще я вижу, что у нас тон кожи здесь и здесь не соответствует. Точнее, здесь между ними есть белое пятно, но об этом мы поговорим в следующих видеороликах. Это не так заметно, и в принципе это можно оставить. Легко это убрать можно, вернувшись в фильтр Camera Raw и убавить красный цвет в HSL. Это вот тут. Насыщенность и красный цвет. И кожа чуть-чуть стала бледнее, но зато красный цвет, он не так активно выбивается. Внимание на себя переводят губы и прическа. Так. Можно поднять синий, чтобы добавить немножко насыщенности чисто на губы и на фон. Фиолетовый у нас в принципе хороший. И нажимаем ОК. На этом все. Фотография готова. С вами был я, Иван Лис. И до новых встреч. Пишите в комментариях, что хотите еще посмотреть, увидеть. И ставьте лайки и подписывайтесь. Пока-пока.